Итак, плюсы и минусы для тех, кто хочет уехать из Польши. Друзья, привет! Меня зовут Виталий, вы на канале о бизнесе в Польше. И сегодня мы взвесим за и против основные моменты о том, чтобы выезжать в Польшу, либо не выезжать из Польши. И мы видим несколько трендов. Одни выезжают куда-нибудь там в сторону Испании, Канады и так далее. Вторые возвращаются с Канады, с Испании, с Португалии сюда, назад в Польшу. Вот есть такие волны, и эти процессы вот прямо сейчас параллельно происходят. И основные пункты мы сегодня с вами обсудим, а мне будет очень интересно узнать ваше мнение в комментариях, что вы думаете по этому поводу, какие у вас плюсы и минусы, и вы вообще за что? Оставаться здесь, в Польше, уезжать куда-то дальше. Давайте начнем с плюсов, чтобы уехать отсюда, да. И первый пункт — это спокойствие, который чаще всего называют. Да, в Польше сейчас определенная турбулентность в связи с вот этими новыми законами о передаче банковской информации, о передаче информации касательно судимости, эти непонятные твиты министров, и все это тревожит, скажем так, предпринимателей. Поэтому спокойствие — это пункт, который называют чаще всего. Второй пункт — это климат. Если мы говорим про Варшаву, где там 30-50, наверное, солнечных дней в году, и там сравниваем, допустим, с солнечной Испанией, там с той же Барселоной, либо Валенсией, где очень много наших, то, конечно же, климат там будет приятнее. Хотя есть с другой стороны Канада, где переехал у меня товарищ и говорит, что он может там зимой по 2 часа, зимой, которая длится дольше, он может по 2 часа в день тратить время, чтобы откопать свою машину, завести, прогреть. Есть определенные нюансы, поэтому из Польши очень классно путешествовать, скажем так, по всему миру, но есть страны, где количество, диапазон широт не позволяет кайфовать от любой погоды. Следующий пункт за выехать — это новые возможности и расширение рынков. Если вы наладили свой бизнес здесь, то очень часто бизнес растет там, куда физически вот так вот светит своим фонариком, взглядом, вниманием, энергией собственник этого бизнеса. Соответственно, вы можете приехать там, туда, в другую страну, повторить там то же самое. Возможно, у вас получится, и тем самым у вас будет уже 2 работающих бизнеса. А о том, что сделать, чтобы ваш бизнес работал здесь без вас в Польше, как его спокойно оставить и уехать, мы говорили в предыдущем видео на этом канале. Следующий пункт за пробовать другую страну — это новые идеи и вообще форматы для бизнесов. Мы недавно снимали интервью с Дмитрием, собственником франшизы Bill & Olive. И это была удивительная история о том, как он придумал этот бренд, эту концепцию. Там он побывал в Испании, там в Америке, там еще где-то в Португалии. И вот это все соединил, и у него получился классный, оригинальный, живой, крутой продукт и классная франшиза, которая расходится по миру. И вот этот опыт с разных стран, он тоже может пригодиться. Ну и в идеальном мире, конечно же, если вы все сделали правильно, ваш бизнес от вас не зависит, он прибыльный, вы его можете здесь продать, на эти деньги там начать новый бизнес и все, сделать его там без ошибок, быстрее, дешевле, и все у вас там получится. В идеальном мире. Но так как сейчас очень много предложений на рынке именно о продаже бизнеса в Польше, там, либо о заморозке бизнеса, то тут не факт, что сейчас лучшее время, чтобы его продавать. Именно если вы хотите продать его дороже. Отлично. Вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно интересен бизнес в Польше. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и подпишитесь на наш канал. А если вы реально настроены делать бизнес в Польше, то мы можем вам в этом помочь. Во-первых, в формате обучения у нас есть классный обучающий продукт по старту и ведению бизнеса в Польше. Во-вторых, консультацией. И в-третьих, услугами. Регистрация компании, ИП и налаживание бизнес-процессов. Внизу под видео вы найдете все ссылки и продолжаем смотреть выпуск. Теперь поговорим о том, почему люди возвращаются назад в Польшу, там, с Испании, с других стран, и все-таки решают остаться здесь, держа, скажем так, руку на пульсе, мониторя ситуацию. Первая ситуация — это налоги. В большинстве стран налоги, там, к счастью, либо к сожалению, больше. Там, если мы берем, допустим, ту же Испанию, личные налоги, там, налоги предпринимателей. Для части предпринимателей здесь держать бизнес выгоднее. Второй пункт, который называют, это окружение, движ,
комьюнити и вообще там возможности. Потому что ребята, которые едут в Испанию, они говорят, все классно, красиво, другой вайб, но там настолько ты себя там иногда чувствуешь одиноким, если ты не серфер, всем на тебя по барабану, вообще другая культура, далекая, тяжело с ними синтегрироваться, в то время как поляки, мы очень похожи, близко, ментально, мы очень много вместе пережили, и здесь намного легче создать себе окружение. Камон, я сейчас с вами говорю с Варшавы, здесь столько украинских, белорусских бизнес-клубов, здесь каждый день ты принимаешь решение, кому сказать нет, от каких встреч и возможностей нужно отказаться, чтобы выбрать для себя лучшую из них. То есть здесь очень сложно заскучать. Следующий пункт – это безопасность. И Польша до сих пор считается одной из самых безопасных стран в Евросоюзе. Там в целом по миру, я думаю, хорошо стоит. Знакомый у меня, который имел возможность уехать в Америку, да, то есть он там пожил несколько лет, потом вернулся сюда в Польшу и сказал, все, я хочу жить в Польше. Я говорю, почему? У тебя же там все корпорация, все условия, давай работай, живи и так далее. Он рассказал один такой случай, опять же, это частный случай, но тем не менее он показательный. Говорит, что идет он на остановке с большого мола, с продуктами еды и видит боковым зрением, как парочка ссорится рядышком. Да? Он ставит он в наушниках, он не слышит что, просто видит, что они ссорятся. Из-за наушников не слышит звука. Он ставит свой пакет в багажник, поворачивается, и муж уже, и мужчина уже прострелил голову вот этой женщине и потом застрелился сам. И это произошло буквально вот так. И я, Пшемек его зовут, я говорю, Пшемек, и что? Он говорит, я понял, что я не хочу, чтобы мои дети росли в стране, где у каждого есть легкий доступ к оружию. Понятно, здесь есть много но, много нюансов, тут хочет, все равно найдет и так далее, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, и мне будет интересно послушать ваше мнение, чувствую себя здесь в Польше безопасно, если мы говорим про уровень преступности, причем как со стороны преступников, да, так и со стороны беспредела, связанного с государственными органами. Да. Тут есть право, оно работает, мои друзья, знакомые выигрывали суды у государства, поэтому тут спокойно и, к сожалению, не во всех странах так же спокойно, как в Польше. Следующий пункт, почему возвращаются, люди приезжают туда, пробуют с наплыва открыть там подобный бизнес, деятельность и понимают, что там вообще другой менталитет, культура, и там это сложно, у них это не получается. Та же бизнес-модель в другой стране может не получиться, банально, а мы большинство из нас, очень завязаны на нашем источнике денег, и если у нас не будет денег, то у нас не будет возможности жить в этой стране. Не у всех бизнес онлайн. Следующий пункт, это банально, люди пробуют применить бизнес-модели, наработанные в Украине, в Польше, где-нибудь дальше в других странах, они не работают, они понимают, что они остаются без источника денег и возвращаются туда, где они знают, как эти деньги зарабатывать. Следующий пункт, почему возвращаются, это для того, чтобы не потерять свой стаж жизни в Польше, непрерывного, да, для того, чтобы дальше податься на карту побыту, потом на долготерминового резидента и потом уже на паспорт, потому что для некоторых точка Б это паспорт, польский паспорт, и сейчас в условиях вот этих новых законов эта история еще большее количество людей мотивирует. Я чаще и чаще слышу на консультациях вопросы касательно польского гражданства. Что думаю я на этот счет? Да? Я думаю, что существуют определенные несгораемые точки, да, вот как в игре «Кто хочет стать миллионером». Есть несгораемые точки, до которых стоит, как минимум, дожать. Дальше выезжать в другую страну, либо не выезжать, дело ваше. И напишите в комментариях, вы за что? За то, чтобы выезжать, либо жить в Польше. Но, тем не менее, какие есть такие популярные рэперные точки, да? Первое, это открыть бизнес и настроить, чтобы он работал тут без вас, оставить всем доверенности и так далее. Все, бизнес работает без вас. Вторая рэперная точка, это получить карту побыта. Третье – это получить, допустим, сталый побыт, либо долготерминового резидента. Где-то еще это получить кредит, допустим, кредит на жилье, взять себе жилье и дальше уже зарабатывать себе в другой стране, его выплачивать. И польский паспорт. Вот это самые популярные точки, о которых говорят клиенты. И возможно, есть возможность засейвиться, скажем так, добиться до какой-то точки и уже спокойно отпускать ситуацию. И еще одно наблюдение, еще одна мысль, что вопрос
быть в Польше, переезжать, очень часто это не вопрос там, выбора конкретного, да, это вопрос денег, вашего способа заработка, зависящего либо не зависящего от конкретной страны, и суммы денег на счету, чтобы иметь возможность в любой момент там, поменять страну, купить себе недвижимость за границей, первое, второе, третье и так далее. Поэтому, возможно, пока там, кто-то думает, решает вопрос, там, стоит ли ему переезжать, там, не переезжать и так далее, стоит просто выписать, проработать свои страхи, что вы боитесь, как вы будете поступать в разных ситуациях, и заняться вопросом, который вам поможет решить большинство проблем. Это большой, стабильный, независящий от страны источник заработка, чтобы вы могли чувствовать себя гражданином мира, а не гражданином или жителем какой-то отдельной страны. Этого я вам желаю. С вами был Виталий, бизнес в Польше. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, делитесь своим мнением в комментариях. Я все обещаю прочитать. До встречи в следующих выпусках. Друзья, спасибо за просмотр этого видео. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Внизу под видео вы найдете все контакты нашего героя и на его продукт, если вам нужна услуга, и в целом на него, там, в том числе на его институт. Пишите вопросы в комментариях, что вам еще интересно узнать. И хорошего вам бизнеса в Польше. Если вам нужна помощь в регистрации компании, открытии ИП и бухгалтерии, тоже пишите нам, все ссылки в описании. Попадки!